Лучшее путешествие всегда начинается с подъема в полчетвертого утра, и сегодняшний день не должен стать исключением. Этот поезд просто обязан быть последним унылым новоделом на ближайшие сутки, ведь я отправляюсь в Чехию. Dziennie szukaj gwiazd, one nocą są tobą mną. Kiedy wszyscy śpią, dziennie szukaj gwiazd, one nocą są tobą mną. Именно на этой неделе проводятся ремонтные работы, из-за которых поезда доезжают только до приграничной станции Хаупки. И последний перегон в чешский Боумин пассажиров везут на замещающем автобусе. Пока мы его ждем, можно полюбоваться старинным прусским каменным вокзалом. Прошло 15 минут, уже прибыл следующий поезд, тоже изготовится только экспресс. Я-то поехал на обычном, надеясь, что будет интересный старый состав, но снова не повезло. Народ поначалу, как будто бы ждавший автобус, весь куда-то разошелся, наверное, придется идти пешком. При планировании этой поездки у меня было обманчивое впечатление о том, что лупоглазый ЕН-57 до сих пор составляет большую часть подвижного состава польских железных дорог. В результате я не очень старался и даже из малого количества вариантов движения из Тиресполя, скажем, Острову, умудрился выбрать не тот. Из 6 поездов интересным оказался только один, да и то после капитального ремонта, а за окном все время мелькали по 3-4 электрифицированных пути и огромные товарные поезда с углем и мазутом. Надеюсь, в Чехии, куда я сейчас направляюсь, все будет по-другому. Иду по мосту через реку Одра, по которой в данном месте и проходит граница. Параллельно справа железнодорожный мост. С его открытием в 1848 году стало возможно прямое сообщение между Берлином и Веной. Интересно, мог ли Вильгельмсбанд в те времена просто бросить своих пассажиров в халупках на произвол судьбы? Чехия гостеприимно встречает ценами на бензин пятилетней давности. Но главная ее гордость – это, конечно же, знаменитые моторы-вывозы. В то время как во всем мире пассажиропоток на региональных линиях падает и железнодорожные перевозки заменяются автобусными, как очевидно, более рентабельными, Чехия, наперекор всем директивам и регуляциям Евросоюза, сохраняет движение своих автоматрис в невероятно высоких объемах. А чтобы не получилось как в Польше, на сайте чешских железных дорог можно выключить скоростные, скорые и даже обычные поезда и получить любой маршрут исключительно на поездах категории «Особний влак» с 5 пересадками. К несчастью, я отстаю от графика и вместо уютного рельсового автобуса вынужден садиться в более скоростной поезд Интерсити. Это второй класс на чешских железных дорогах. Сидячее купе на 6 человек с прозрачными дверями. Разумеется, ведется разъездная торговля рулькой и тордельниками. Ну и какая же это будет Чехия, если проход через вагон-ресторан не забаррикадирован ящиками с пивом. Очень классные ручки для электронных дверей, гораздо приятнее, чем кнопки. Через первый класс, откуда меня выгнали, иду в первый тамбур слушать стук колес и грохот автосцепки.
Длинные съемки видов из окна снижают досматриваемость видео, поэтому как бы мне не хотелось, придется заглушать прекрасные звуки поезда своими комментариями. Мы медленно движемся по какой-то станции и видим на соседних путях рельсоукладочную технику, кучи гравия, рабочих, а самое интересное – служебные вагоны, приделанные в депо подручными средствами из обычных заводских. Попробуйте представить, какой ретро-красавец он был 50 лет назад. За окном проплывает горная цепь Моравско-Силезские Бескиды. А дальше мы видим, что поезд опаздывает на 15 минут, потому что ведется капитальный ремонт второго пути. Осуществляется работа по возведению шпунтового ограждения, а параллельно ведется замена щебеночного балласта. На наших глазах происходит одно из важнейших железнодорожных событий этого года – ремонт 10-километрового участка между станциями Густопечи-над-Печевou и Валашки-Мезиричи, на который будет потрачено более 1,5 миллиарда крон. Это часть одной из 3 международных линий в Словакию. После окончания работ скорость поездов здесь вырастет с 80 до 135 км в час. А кроме того, появится одна автомобильная эстакада и один подземный переезд для велосипедистов. České dráhy ve směru Střelná, pravidelný odjezd 9 hodin 46 minut, osobní vlak číslo 13 261 společnosti. Чешский Драги класс 814, также известный как Регионова, модернизация того самого 810-го, проводившаяся в конце нулевых, доставил меня до тоннеля на границе со Словакией. Изначально я думал попадать в Словакию в другом месте, западнее, чтобы посвятить ей и Чехии равное количество времени, но там движение закрыли еще 2 года назад, поэтому сегодня совершу лишь небольшую пешую вылазку. Сворачиваем с легкого пути навстречу приключениям. А приключение это, разумеется, идти в гору по грунтовке с корягами. Конечно же, грунт должен быть грязным и с колеей от трактора, а в паре километров должен быть расположен воинский полигон и вестись стрельбы. Постепенно дорога заканчивается и дальше нужно идти просто по компасу. Злейшим врагом в такой ситуации является не медведь, а овраг.
Возвращаться я решил не тем же путем, а просто срезать по лесу в Словакию и там сесть на поезд обратно. Ни на каких картах никакой тропинки нету, на спутниковых снимках отчетливо видна какая-то просека ровно от словацкой границы, а значит пробираться через лес мне придется всего лишь несколько сотен метров. Это мой личный Straight Light Mission Across Wales. Я на самом деле довольно часто таким занимаюсь, причем еще и с велосипедом на плечах. Теперь могу рассказывать историю, как по горам переходил границу в неустановленном месте под звуки выстрелов, и никто не скажет, что я вру. Наконец-то цивилизация. В Чехии пока все было какое-то каменное и урбанизированное. Я и не думал, что смогу еще раз оказаться в настоящей деревне. Еще это, похоже, мой единственный шанс в этом году поесть садовых яблок в саду. В Испании, если и найдется ничье плодовое дерево, то это будут апельсины. И то они у нас в Каталонии в основном несъедобные. Словацкие поезда довольно унылые, а вот станция, пожалуй, самая аутентичная из всех, что я видел в этой поездке. Пишите в комментарии свои прогнозы. Сохранят ли эти европейские мужики исторический павильон после возведения нового? Поезда-то унылые, но скоро не будет и их. Злинский край не смог договориться с железнично-сполочной Словенска о размере трансграничной компенсации. Теперь словацкие электрички не будут заезжать в Чехию. Вместо них появятся замещающие автобусы. И снова нельзя не согласиться с тем, что при Чехословацкой социалистической республике было лучше. Проезжаем тот самый тоннель, и мы снова в Чехии. Редко, когда в железнодорожных путешествиях удается и побывать в каком-то месте, и проследовать его транзитом. Чешские станции на, казалось бы, периферии, а движение интенсивнее, чем в любом мегаполисе. По 5-6 путей, на каждом из них либо прибывает поезд, либо отправляется, либо и то, и другое одновременно в разных концах платформы. Пересадки подогнаны друг к другу с интервалом в несколько минут, никаких табло нет, для миллениала это настоящий ад, ведь приходится спрашивать у людей. Мне снова досталось Регионова, но я не теряю надежды увидеть 810 изнутри.
Nabízí slevu ve výši 15%. Я переборол в себе этот снобизм, и что в Польше, что в Чехии обращался к людям просто по-русски. Английского все равно здесь никто не знает, а так будет хоть какое-то понимание. На самом примитивном уровне это нормально работает. Глупости все пытаться завоевать расположение человека, повторяя как попугай за Google Translate. Ну, повторишь ты, а дальше что будешь делать с ответом? Лучше сразу обозначить, вот у нас с тобой есть 10 общих слов плюс числительное. Давай попробуем понять друг друга. Славяне, сила! Stanice Bělice. Osobní vlak číslo 23221 společnosti České dráhy ze směru Horní Lideč, tratěný svět 17 hodin 50 minut, je bezpečná nástupiště na první kole. Vlak se И снова, именно вчера, сегодня и завтра король вечеринок, замещающий автобус. Благо всего на несколько станций. Прицепной вагон довольно редкий. Матрица переделана из старого почтового вагона, таких всего 26 штук. У них конструкционная скорость 120, хотя даже у регионовой 80, и есть салон первого класса. К несчастью, посадка туда была закрыта, поэтому я ехал в голове 842 серии, 5 тяжелых 90-х, с мотором Либерецкого автозавода, тоже ЛиАЗ, и американской коробкой передач.
Последние моторовывозы разъезжаются из Бреслава, крупного перекрестка дорог из Острава в Вену и из Брно в Братиславу, куда я и уеду через 15 минут. Сегодня я сменил 3 страны, причем пешком, и везде меня не покидает ощущение, что я просто катаюсь на трамвае по одному большому и самое главное моему городу. Вот настолько хорошо и комфортно я здесь себя ощущаю. Мы переехали из России в прошлом декабре, и всю весну я провел в тоске по Москве и Московской области, а все лето в ожидании поездки туда. Но здесь, в Бреславе, я начал чувствовать, как моим родным становится, я не говорю целый мир, но по крайней мере Евросоюз. И это однозначно стоит всех потраченных на переезд усилий. Чехия в плане железных дорог очень крутая страна, вы и сами все видели своими глазами. Крайне рекомендую чешскую телепередачу «Позор Влак», ссылка в описании. С 13 выпуска появляются английские субтитры, и там прям очень интересно и колоритно. Но я тем временем прибыл в Братиславу, сразу же как боярин вызвал Uber и еду в Ибис за 73,40, дешевле ничего не было. Видимо, этот город уже совсем не то, что мы про него думаем, и завтра утром у меня будет целых 1,5 часа, чтобы это выяснить. До новых встреч, друзья!